Этот выпуск наполнен волшебством и сказочными персонажами, потому что я расскажу вам о 7 классных фильмах про волшебников и магию. Поехали! Волшебник Земноморья, 2004 год. В мире Земноморья испокон веков царило равновесие между силами природы. Здесь обычные люди уживаются рядом с магами и драконами, а колдовство считается неотъемлемой частью устройства мироздания. Но в последнее время равновесие нарушено. Гет. Они идут. Кто? Гвардейцы, я видел их. Молодой волшебник по имени Гет неожиданно для себя защищает родную деревню от завоевателя Тагайда. Делает он это с помощью внезапно обнаружившихся магических способностей. В сторону! Земляки парня насмерть перепуганы произошедшим, но юноша решает развивать свои способности. Вы хотите сделать его магом? В ученики его берет стареющий волшебник по имени Агион. Хорошо. Пока молодой человек обучается искусству волшебства, в древней пещере раскалывается амулет мира, хранивший договор между людьми и драконами. Часть амулета похищена злыми силами, что ставит не только мир, но и само существование Земноморья под угрозу. Кто это, Геббет? Нет, это не он. Чтобы защитить людей, Гет становится частью команды, куда входят король-воин и прекрасная юная жрица. Юноше придется тягаться силами с могущественными чародеями, ведь Тагайд собирается вызволить из древнего храма демонов, чтобы захватить власть над всем Земноморьем. И ему необходимо помешать любой ценой. Нет времени, нужно предупредить короля. Ученик чародея, 2010 год. Действие фильма разворачивается в наши дни на Манхэттене. Дэйв Статлер – обычный студент Нью-Йоркского колледжа. Он хочет сдать экзамены и пригласить на свидание девушку своей мечты. Эй, там внизу все нормально? Но совершенно не планирует спасать мир. Что? Это точно мерещится. Все меняется, когда в его жизни внезапно появляется эксцентричный мастер магии Бальтазар Блейк. Бальтазар долго искал себе помощника, человека, равного или даже превосходящего его самого по силе. Дэйв оказывается наиболее подходящим кандидатом на роль ученика-чародея. Слышь, ты видел, что я сделал, да? И теперь ему предстоит пройти ускоренный курс обучения магии. Видим молекулы, шаг 3, усиливаем вибрацию. Ясно? А как ты сам думаешь, конечно, нет. Давний враг Бальтазара, злой волшебник Максим Хорват, грозится не только уничтожить Блейка, но и разрушить весь Нью-Йорк. Бальтазару не справиться одному, и ему нужна помощь Дэйва. Я Бальтазар Блейк, чародей 777 уровня. С этой минуты ты мой ученик. Этим непохожим друг на друга магам нужно научиться взаимодействовать вместе и вступить в битву силами зла. Дэйву понадобится все его мужество, чтобы научиться всему необходимому и спасти город. Цвет волшебства, 2008 год. Первый турист плоского мира, Два Цветок, приезжает в город Анкмарпорг. У него при себе иконограф, очки-велосипеды и сундук. Багаж туриста состоял из довольно необычного сундука. У него не было мозгов, зато наблюдалась сильная привязанность к хозяину, за которым он следовал везде и всюду. В таверне Два Цветок знакомится с неудачливым и трусливым волшебником Ринсвиндом. А вы действительно волшебник? Ну, И нанимает его гидом. Два Цветок позитивно настроен и абсолютно уверен, что с ним ничего страшного произойти не может. Поэтому он смело идет навстречу приключениям. Что он говорит? говорит, что он турист.
Что это значит? То же самое, что идиот. В это время коварный чародей Трайман похищает древнюю книгу заклинаний и с ее помощью надеется свергнуть главного волшебника незримого университета и установить свои порядки в гильдии волшебников. Со стороны за развитием событий наблюдает смерть. О, нет. О, да. И поскольку он может видеть прошлое и будущее, смерть знает, что помешать Трайману могут именно два цветок — Ринсвинд и Сундук. Но на их пути оказываются драконы, тролли, наемные убийцы, водная стихия и еще много всего. Малефисента, 2014 год. Юная и очень добрая фея Малефисента живет на топких болотах в окружении различных волшебных существ. Однажды она знакомится с мальчиком Стефаном из мира людей. Ты взрослая особь? Нет. Значит, он мальчик, детеныш. И между ними сразу же возникает взаимная дружба, которая со временем перерастает в любовь. Однако с годами Стефан все более отдаляется от Малефисенты. Всего-то несколько недель, и он вернулся. На топкие болота нападает армия короля Генри, который всегда желал овладеть их богатствами. Малефисента и другие волшебные создания встают на защиту своего дома и побеждают. А самой фее удается тяжело ранить короля. Король Генри, находясь при смерти от раны, объявляет, что любой, убивший Малефисенту, наследует трон и женится на его дочери, принцессе Лейле. Убей крылатую нечисть, отомсти, и после моей кончины ты станешь королем. Стефан, соблазнившись на такую награду, предает Малефисенту. Но убить он ее не смог. Он отрезал крылья и принес их в качестве доказательств. Что это? Я отомстил за короля. Некогда добрая Малефисента приходит в ярость. И теперь лучше не стоять у нее на пути. Звездная пыль, 2007 год. Юноша Тристан Торн безответно влюблен в Викторию, первую красавицу Застенья. Хамфри! Нет, это Тристан. Я что-то забыла в лавке? Нет, я просто решил принести тебе... Название селения своим происхождением обязано стене, отделяющей деревню от сказочной страны Стромхольд, вход в которую строго воспрещен. Чтобы добиться расположения своей возлюбленной, Тристан обещает ей подарить упавшую с неба звезду. О, Тристан! Падающая звезда! Звезда приземлилась в Стромхольде, а это значит, что незадачливого путешественника ждут самые невероятные приключения. Он познакомится со многими странными обитателями сказочной страны, узнает интересные подробности из истории своей семьи и найдет свою настоящую любовь. Ту самую сорвавшуюся с неба звезду, которая окажется прекрасной юной девушкой по имени Ивейн. Но звезду ищут также коварные и властолюбивые принцы, сыновья короля Стромхольда. По чьей вине небесная жительница и оказалась на земле. За ничего не подозревающим светилом охотятся и три ведьмы – Ламия, Эмфуза и Морма. Им нужно сердце Ивейн, чтобы вернуть свою молодость и красоту и приобрести бессмертие. Будь нежна и осторожна, страдания измучили ее. Она едва светит. Дождись, пока ее сердце не начнет сиять в полную силу, и лишь потом вырезай его. Мерлин, 2008 год. Это отличный сериал, который очень подходит на тему нашего ролика. Молодой юноша Мерлин приезжает из родной деревни в столицу королевства Камелот.
Его мать, заметив у сына неординарные магические способности, устроила его к придворному лекарю Гaiusу. Алхимик и волшебник Гaius вынужден, как и Мерлин, скрывать свои умения. Король Утор Пендрагон считает магов виновниками гибели его жены, поэтому он поставил магию вне закона и заточил последнего великого дракона в подземелье. Гaius относится к Мерлину как к сыну, которого у него не было, и становится его наставником. От дракона Мерлин узнает, что его предназначение – помогать и защищать сына Утора Артура, который должен стать великим королем. Артур станет однажды королем Альбиона. Без тебя Артур не победит. Без тебя не будет Альбиона. Однако при личной встрече Артур не вызывает у Мерлина теплых чувств и желания его защищать. Где мишень? Там, сэр. Ты будешь мишенью. Хватит. Что? Ты уже развлекся, друг мой? Наследник трона кажется ему заносчивым и высокомерным. Артур, в свою очередь, остается невысокого мнения о Мерлине. Я думал, ты не просто тупой, но и глухой. Я сказал, что ты осел, но не знал, что венценосный. Но на самом деле Артур не только смелый, но и добрый юноша. Его искренне волнует судьба Камелота. Не зная об истинной силе Мерлина, Артур берет его под защиту, хотя чаще Мерлин спасает принца от козней врагов. Что-то в тебе есть, Мерлин. Артур разделяет предубеждения своего отца против магии, но относится к волшебникам не так строго. Чудо в том, что ты идиот. Да никакой он не маг. Серия фильмов «Гарри Поттер». Если говорить о фильмах про волшебников, то сразу же приходит на ум фильмы о Гарри Поттере, которых вышло уже 8 частей, целый мини-сериал. А начиналась история с того, что однажды ночью в тихом жилом районе появляется странная кошка, которая оказывается профессором трансфигурации Минервой МакГонагал. Вслед за ней прибывает и директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор. Они дожидаются полувеликана Рубиуса Хагрида, который на летающем мотоцикле приводит спящего годовалого малыша с необычным шрамом на лбу, только что осиротевшего Гарри Поттера. Его оставляют на пороге у его единственных родственников. Следующие 10 лет он живет с сестрой матери тетушкой Петунией, дядей Верноном и капризным кузеном Дадли. Он живет в чулане под лестницей, донашивает старую одежду и ни дня не обходится без критики и наказаний. А ты приготовь нам завтрак, да смотри, чтобы ничего не подгорело. Но незадолго до 11-го дня рождения начинают твориться непонятные вещи. Сначала Гарри каким-то образом удается поговорить со змеей в зоопарке и освободить ее. Ты слышишь меня? Затем начинают прилетать многочисленные совы с письмами. В конечном счете до них, уехавших подальше от дома, добирается Хагрид. Я извиняюсь. И рассказывает, что Гарри настоящий волшебник, и забирает его покупать все необходимое к школе. Оказывается, что он настоящая знаменитость, потому что является единственным, кто сумел выжить после убивающего заклинания. В школу мальчика отвозит Хогвартс-экспресс. По пути он знакомится со своими будущими друзьями Роном Уизли и Гермионой Грейнджер и врагом Драгом Малфоем. Гарри Поттер приехал в Хогвартс. Гарри Поттер? С этого момента жизнь Гарри наполняется удивительными сказочными приключениями. Что происходит с метлой Гарри?
природные катаклизмы, впечатляющие атаки животных, курьезные случаи и многое другое в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в профиле канала и в описании.